Привет, друзья! Я снова рада приветствовать вас в своей домашней студии. Сегодня речь пойдет о флорентийском саше. У меня уже есть два видео, где я рассказываю о ароматическом саше и показываю, как я его делаю. Однако сегодня мы будем делать немножко другое саше, двухцветное. Я покажу вам, используя другой вид воска, не тот, который мы использовали в первых двух видео. Если кто не видел мои первые два видео под названием «Ароматическое саше. Часть первая, часть вторая», рекомендую посмотреть. А сейчас я вам расскажу, чем мы займемся сегодня. Сейчас, друзья, перед вами лежат 4 разных вида саше. Сделала я их, как и в прошлых видео, о которых я вам только что сказала, из соевого воска. Украсила их сухоцветами, сухими фруктами. Вот если вы видите здесь сердечко, то это сделано из сухих яблок. А вот в этом саше я уже использовала сухой апельсин, шишки и даже элементы декора, которые я покупала в крафт-магазине, и использовала бусины и сухие цветы. Вот вы видите перед вами сейчас сухоцветы и апельсинчик, сухие розы. Это я все комбинировала для того, чтобы сделать это саше из соевого воска. Однако сегодня, друзья, мы будем с вами использовать другой вид воска – парафин. Вот у меня огромный кусок такой. Мы, конечно, не весь его будем использовать, а возьмем маленькую частичку, растопим. Я уже подготовила вот здесь мерную посуду. Ну а затем украсим их вот этими вот сухоцветами. Выберем то, что нам понравится, что подойдет больше к нашей композиции. И одно из саше будем украшать вот такими большими цветами, а второе вот такими плоскими цветочками, которые будут идеально, изумительно ложиться сверху на наш воск. И у нас получится, я очень надеюсь, красивое саше. Также, друзья, я вам покажу сейчас, что существует достаточно много форм и удобных форм в работе для того, чтобы приготовить саше. Однако сегодня я выбрала всего лишь две формы, потому что мы будем делать всего лишь два саше и будем работать вот с этими формами. Почему именно с этими формами? Потому что вы видите, форма саше полукруглая и с такими резными зубчиками. Мне очень нравится эта форма как раз для саше с двумя цветами. Очень красиво будет получаться в разрезе, и я очень надеюсь, что вам понравится. Поэтому будем работать с вот этими двумя формочками. Если вы слышите щебет птиц, это мои две птички. Они у меня уже живут третий сезон. Прилетают. Сейчас у них идет брачный период. Они высиживают своих птенцов. И папа, птица, поет с утра до вечера. Он просто певец. Поэтому под прекрасную музыку птиц и под музыку, которая у меня идет на заставке в телевизоре, мы начнем с вами делать флорентийское саше. Признаться, друзья, мне было достаточно сложно отделить кусок парафина. Он оказался достаточно твердым, но тем не менее у меня получилось, приложив некоторые усилия. Сейчас эти два кусочка, которые я отделила, мы отправим на водяную баню. Я воспользовалась водяной баней, потому что у меня небольшое количество воска, и мне не нужен мой помощник, который я показывала в прошлом видео. На данный момент мы обработаем наши формы, возьмем спиртовой раствор и ватные диски для снятия макияжа и обработаем форму для того, чтобы после того, как мы сделаем саше, можно было его удобно вытащить из формы и ничего бы не прилипло к стенкам.
Сейчас же я хочу показать вам, что мы будем делать цветовую гамму белый и красный. Два цвета, которые мы будем делать, белый и красный. А также я взяла отдушки, осеннюю грушу и разновидность апельсина. Я думаю, что запах получится у нас идеальный. Ну что, пока у нас топится воск, мы можем подготовить наши формы. Чтобы сэкономить время, я разложила примерно, какие сухоцветы буду использовать в каждой форме. Это достаточно удобно, если делать заранее. Растопленный воск мы сейчас разделим на две части. Первую часть окрасим в красный цвет и, естественно, ароматизируем ее. Я добавлю к каждой отдушке по 2 чайные ложки для того, чтобы запах был достаточно сильным. Потому как нам нужно, чтобы саше наше пахло как можно дольше и могло ароматизировать большое пространство. Тщательно перемешав отдушку и краситель, наш воск готов для заливки. Мы можем тонкой струйкой наливать его аккуратно в формы. Где-то примерно наполовину формы в каждую мы будем заливать сейчас воск и подождем, пока он остынет. Спустя 10-15 минут первый слой готов. И мы можем спокойно заливать второй слой, белый, который потом мы будем украшать сухоцветами. Вот уже практически готово все, и мы можем заливать спокойно второй слой. Вы знаете, друзья, что я вам хочу сказать, что вообще история флорентийского саше очень интересна. Она начинается еще с XIV века с одной из старейших в мире ботанических аптек Санта-Мария-Новелла, которая находится в сердце живописной Италии, во Флоренции. Именно там был разработан первый рецепт ароматических саше для дома. И сегодня в прекрасной итальянской Флоренции до сих пор работает аптека, в которой любопытным туристам предлагают ароматное саше, изготовленное по уникальным рецептам, хранящимся в строгом секрете. Представим, что я нахожусь сейчас во Флоренции, и мы вместе с вами, вы тоже вместе со мной, делаем уникальное саше и никому не рассказываем о наших секретах изготовления. Но вот мы все время говорим саше, саше. Что же такое саше? Флорентийское саше, как вы видите, это тонкая восковая ароматическая плитка, которая может быть использована как для ароматизации помещений, так в бельевом шкафу или на полках с одеждой. Благодаря своему составу плитка не тает, поэтому риски испачкать вещи практически нет. Рисков нет, что нам, собственно, и нужно. Зато аромат удерживается в такой плитке до 6 месяцев. Саше, украшенное сухоцветами и специями или высушенными дольками фруктов, как вы видели, я вам показывала в начале моего видео, может стать оригинальным и изысканным подарком для настоящих ценителей ароматерапии, ну или для ваших друзей, или для вашего дома. Я, друзья, очень надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Сейчас все, что нам осталось, это только последний штрих – украсить наше саше праздничной лентой или лентой, на которой будет написано handmade, как вот в моем случае, что это саше сделано руками, своими руками. И, в принципе, это все. Я очень надеюсь, что вам понравилось, что мы снова с вами встретимся в следующую пятницу. Я вас очень прошу, не забудьте подписаться на мой канал, если вы видите это видео впервые и если вам действительно было интересно. Потому что моя идея заключается в том, чтобы на моем канале были мои единомышленники, те, кому нравится делать что-то своими руками, работать с разными видами воска, создавать какую-то красоту для дома, для друзей, для себя и получать положительные эмоции. Все, что мне остается теперь, это попрощаться с вами до следующей недели, до следующей пятницы и пожелать вам хорошего времяпрепровождения, весеннего настроения и всех благ. Увидимся в следующем видео.